Всем привет! С вами Валентина Лыкина, и в этом видео будет все о подкладке для сумки фермуара. Подкладка к фермуару пришивается по такому же принципу, как и в обычных сумочках. И это проще, чем вы думали. Есть здесь один маленький нюанс. Нам необходимо ткань подгонять вовнутрь фермуара, то есть под этот металлический паз. Вы закололи по всему периметру подкладку, зафиксировали ниточку. Все делаем точно так же, по такому же принципу, как и в обычных сумочках. У меня на канале есть уже мастер-класс, где я подробно рассказываю про ткани, как сделать замеры, раскроить и вшить подкладку в сумочку. Переходите по ссылочке в описании. Небольшое отступление. Хочу рассказать некоторые нюансы, для того, чтобы в дальнейшем у вас не возникло сложностей при пошиве. Все замеры вы делаете аналогичным способом, как и в обучающем видео про подкладку. То есть первый у вас замер идет высота сумки. Желательно замерить внутри, для того, чтобы избежать погрешности и у вас не добавились лишние сантиметры. Вы замеряете от одного края и по всему периметру до другого края. Записываете этот размер. Следующий замер — это дно. Можно померить донышко и снаружи. Замеряете ширину и сюда также на листочек вписываете. Следующие два показателя — это окружность сумочки. Первый мы измеряем по всему периметру донышка, второй замер по всему периметру фермуара. Записываем эти показатели и зачем они нам нужны. Раскраивать полотно вы будете по первому, но когда вы сложите вашу деталь вот в такой вид, необходимо будет кверху сделать убавку. Так как сумочка имеет форму трапеции, соответственно, нам необходимо от края отступить ту ширину, которую мы сейчас получим. Например, у меня получилось внизу 30 сантиметров, сверху получилось 20 сантиметров. Это условно. Минус 20 сантиметров. То есть я от донышка отнимаю вверх. И полученное число 10 сантиметров. Это то число, на которое мне необходимо сделать сужение. Так как мне с двух сторон надо отнять, я с каждой стороны отмеряю по 5 сантиметров. То есть 10 я делю на 2 и получаю 5 сантиметров. Таким образом, от края я прошиваю вот таким образом и получаю трапецию. И помните, что к каждому значению необходимо добавить припуски на строчку. Вот, собственно, и весь нюанс, о котором я хотела вам рассказать. В данном случае мы определяемся с точками, за которые будем пришивать подкладку к сумке. С внутренней стороны мы будем делать проколы в ткань. С наружной стороны мы будем прокладывать строчку там же, где и пришивали фермуар к сумочке. Зафиксировав ниточку, нам необходимо поднять ее вверх. Делаем прокол в ткань, двигаясь вперед на 0,5 сантиметра. Делаем прокол и протягиваю ниточку. Поднимаю ниточку вверх. Так я нашла точку, в которой сделаю прокол для того, чтобы перейти на наружную сторону. Я вкалываю иголочку, направляю ее немножко вверх, переворачиваю. Так я ищу точку, из которой мне выйти с наружной стороны. Я нашла эту область, вот она у меня иголочка. И теперь я протягиваю иглу. И обратите внимание, что когда я тяну, вся ткань у меня входит под металлическую пластину, то есть вовнутрь фермуара. Далее я делаю стежок в следующую точку и прокалываю на внутреннюю сторону. Здесь я повторяю то же самое. Делаю захват ткани примерно 0,5 сантиметра.
прокалываю, протягиваю ниточку, поднимаю ее вверх, нахожу точку, в которую буду делать прокол. С этой стороны нахожу на металлической части область, где мне необходимо протянуть иголочку. Вот так я нашла эту часть. Теперь протягиваю нить. И ткань у меня опять уходит вовнутрь. Вот так это выглядит. Все аккуратненько здесь ложится и плотненько. Так необходимо дошить до конца и зафиксировать ниточку к полотну. И вот так у меня получилось сшить подкладку. Я надеюсь, что с помощью данного мастер-класса вы освоили эту технику. Благодарю за ваше внимание. Всем пока-пока!